Сегодня удивительная история про мужчину, волка и медведя. Во времена Союза мне не удалось отправиться на заработки в Сибирь, тогда получали там очень хорошую зарплату. Так судьба распорядилась, что в туда я поехал вместе с супругой уже ближе к пенсионному возрасту. Да и отправились мы в матушку Сибирь только потому, что сын предложил приехать, пожить и поработать. Жили мы с женой на краю дачного поселка, дом сын купил, добротный с большим участком. На нем было все необходимое, даже большой вольер для собаки, только вот собаки еще не было. Как полагается, купил я себе ружье, так как здесь оружие должен иметь каждый охотник, работать устроился водителем. Иногда, когда было время, ходил в тайгу по грибы, по ягоды, ну и как полагается поохотиться. Однажды я пошел на охоту. Зима, погода стояла отличная, мороз, светит солнышко, снега навалило много. С отличным настроением я легко бежал по лесу на лыжах и любовался зимними пейзажами. Добежав до пригорка, на опушке, я увидел метрах в 100 идут разборки за тушу кабана. Вокруг туши хозяйничали волки, но из леса, почуяв запах крови и свежего мяса, вышел медведь. Шатун, голод его выгнал на поиски пищи. Голодный и злой медведь пошел на волков. Но волки не захотели отдавать свою добычу, которую долго гнали и были очень голодны. Выход у волков был, могли уйти подальше от грозного зверя, ведь весовые категории у них были разные, да и численность была малая. Волков было всего 4, но стая решила стоять за добычу до последнего, они не хотели умирать голодной смертью. Я испугался, как говорится, не на шутку, нужно было поскорее уносить ноги. Ружье не поможет, да и на лыжах не убежишь, если заметят, или волки, или медведь догонят и убьют. Выход нашел быстро, решил залезть на дерево, уж волки точно не залезут, а вот косолапый может. Нашел дерево потоньше, чтобы меня выдержало, а вот медведь, я думаю, на такое не полезет. Взобрался я на самую верхушку и стал свидетелем схватки между медведем и волками. На опушке леса разыгрался настоящий бой. Медведь был очень крупный, 3 волка из 4 лежали, истекая кровью и не подавали признаков жизни, а четвертый, самый крупный, с наскока, старался дотянуться и перегрызть горло косолапого. Разъяренный бурый великан изловчился и, встав на задние лапы, с размаху располосовал волку брюхо. Прощаясь с жизнью, Серый упал на снег. Медведь был сильно голоден и, не оглядываясь по сторонам, схватил и утащил растерзанного кабана подальше в лес. Я долго отходил от увиденного, несмотря на то, что был тепло одет, очень замерз и потихоньку слез с дерева. Вдруг с места боя донеслось тихое взвизгивание, значит, кто-то из волков жив. Надев лыжи, я пошел к месту трагедии и увидел, что волчица подавала признаки жизни. Услышав, что к ней кто-то подошел, она открыла глаза, но не было сил даже рычать. Глаза она закрыла, дав понять, что полностью мне доверяет. Посмотрев по сторонам, я удостоверился, что медведя поблизости нет. Ему сейчас не до волков, имея тушу кабана, он утоляет свой голод. Поэтому я, оценив ее состояние и убедившись, что ее еще можно спасти, скорехонько положил истекающую кровью волчицу на плащ-палатку, которую всегда ношу в рюкзаке. Решил везти ее домой, найдя место, где появился роуминг, позвонил жене и попросил вызвать знакомого ветеринара на дом. Притащив волчицу домой, я очень обрадовался, что помощь подоспела. Фельдшер сделал инъекцию снотворного, на всякий случай надев намордник, оказал ей помощь. Пришлось наложить ей несколько швов и шину на лапу, она была сломана, назвали мы ее Серая. Фельдшер мне сообщил, что у лесной гости скоро родятся малыши, и у нее волчата появились, но в живых остался только один, видимо, драка с медведем не прошла для нее бесследно. 3 малыша родились мертвыми, волчица была благодарна мне за помощь, доверяла, жила она с волчонком у нас в вольере. Крепыш подрос и стал похожим на красавца-волка, которого я видел сражающегося с медведем. Недолго гостила волчица с волчонком, хотя у нас с ней завязалась дружба, однажды ночью они ушли в лес и не вернулись.
Но я очень радовался, что спас лесную гостью с малышом, жизнь продолжается, годы шли, я работал. Однажды зимой решил отправиться на охоту, думал, похожу по лесу, подстрелю зайца и птицу. Долго бродил, но на этот раз удача отвернулась от меня. Настал вечер, погода меня тоже не баловала, пошел снег, разыгралась снежная буря такой силы, что невозможно было идти. Снег лепил в лицо так, что глаза не открыть. На дорогу я еще не вышел, в такой снежной кутерьме не смог определить, где я нахожусь. Зимой в тайге задерживаться нельзя, она шутить не будет. Мне не один раз рассказывали бывалые охотники случаи, что даже местные жители, знающие все тропки с детства, не возвращались. Зная такие примеры, я почувствовал, что замерз до ломоты во всем теле. Понимая, что замерзаю, стал искать убежище, где можно переждать бурю, вышел на опушку леса. Видимость была в пределах полуметра, поэтому выбрать удобное место было невозможно. Мне пришлось устраиваться там, где стоял, вырыв в сугробе ямку, на большую просто не было сил, опустился и улегся. Глаза закрывались сами по себе, зная, что в такую погоду спать нельзя, с трудом я их открывал. Очередной раз, открыв глаза, увидел над собой волчью морду. Вы не поверите, я узнал мою лесную гостью, это была серая. Радоваться сил не осталось. Единственное, что я помню, как волчица легла на меня сверху, а несколько волков устраивались возле меня, по бокам, у ног и у головы, чтобы согреть своим теплом. В голове мелькнула мысль, что моя лесная подружка привела свою стаю, чтобы меня спасти. Это была благодарность за спасенную жизнь ее и крепыша. Проснулся я от того, что солнечные лучи слепили мне глаза, а издалека доносились крики поисковиков нашего дачного поселка. Больше моих лесных друзей, которым я благодарен за спасенную жизнь, не встречал. Жизнь продолжается.